Добрый день, друзья! Приветствую вас на своем канале клоновидной яблони Рената Исаева. И сегодня у нас интересное видео. Я вам хочу показать, как красиво растут яблоки на клоновидных яблонях. Вот вы видите одну из моих клоновидных яблонь. То, что весной я произвел очень сильную обрезку, в частности, если взять вот эту клоновидную яблоню, все боковые ветки, практически все были обрезаны. Но я оставил, может быть, одну, максимум две веток, обрезав их на 5 почек. Вот, видите, центральный ствол у нас совсем без боковых веток. Только одни плодовые образования, которые на следующий год будут яблоками. Кроме того, летом я периодически производил пинцировку или прищипывание побегов, о чем постоянно выпускал видео, которые вы можете посмотреть у меня на канале. Соответственно, видите, никаких боковых веток у нас нету, а уже у нас конец августа. А как вы знаете, при обрезке у нас очень усиленно начинают расти как раз-таки боковые ветки именно этого года. И мы должны тщательно за этим следить, именно летом. Теперь насчет плодов. Посмотрите, где они располагаются. Они располагаются на самой верхушке. Почему так произошло? Яблоня сама так подумала и решила в этом году плоды поместить на верхушку. А на будущий год у нас яблоки будут как раз по стволу. То есть в этом я практически уверен на 100%. Очень много плодовых образований, то есть плодушек на стволе. Это весь ствол, он усеян плодушками. Так же, как и его средняя часть. Напомню, в прошлом году яблоки были в средней части. Сейчас их нету. Но на следующий год обязательно будут. И даже видите, ближе к низу также есть много плодовых образований, которые будут на следующий год плодами. Теперь насчет непосредственно урожая. Видите, какие крупные плоды. Потому что плодов немного. Видите, яблоня трехлетка. Яблоня трехлетка, ей достаточно легко управляться с таким урожаем. Довольно-таки небольшим. Хотя для трехлетки около 10-12 яблок это считается нормально. Яблоки очень крупные уже стали на период 25 августа 2020 года. Одно из яблок вчера упало, оно располагалось здесь . Это было самое крупное яблоко, но его сейчас нету, к сожалению. Вид уже, конечно, не тот. Но мы попробовали это яблоко, шикарное, сочное, сладкое яблоко. Расположение яблок, конечно, очень красиво. И издалека смотрится просто бесподобно. Это особенность клоновидной яблони. То есть яблоки у нас располагаются непосредственно на стволе. То есть боковых веток у нас нету, как вы видите. Соответственно, все на стволе. То есть если бы у нас были боковые ветки. Допустим, ветка была бы так бы шла, да? Она бы затеняла бы ствол, соответственно, затеняла бы место, где яблоки, и не давала бы солнечный свет на это место. А сейчас яблоки получают солнечный свет, тепло непосредственно без тех боковых веток, без преграды в виде боковых веток. Причина падения яблока неизвестна. Возможно, оно уже стало слишком большим, просто упало под тяжестью. Центральный проводник у нас не нарушен, А1 он идет без конкурентов. Что хочется сказать, на следующий год, как говорил ранее, очень много плодушек, просто очень много. Весь ствол усеян плодушками. Все это будут яблоки. Куда ни направлю свою камеру, везде плодушки. Никуда от них не скрыться, как говорится. Но это же прекрасно, когда столько плодушек.
Ну какая сейчас особенность выращивания клоновидной яблони? Ни в коем случае я не поливаю ее уже, ну, примерно около месяца. Это для того, чтобы яблоки сохранили свой натуральный вкус. Вот, соответственно, я ее уже не обрабатывал около 2 месяцев точно. Последний раз обрабатывал валиамом, это инсектицид, и скором, это у нас фунгицид. Ну, соответственно, подкормка последняя была тоже около месяца назад. Такие вот яблоки очень красиво расположены. Так что выращивайте клоновидные яблони обязательно у себя в саду. Занимают они, смотрите, сколько немного места. Вот практически, смотрите, ну, 40 сантиметров в диаметре. Вернее, в диаметре они-то меньше 40. Я к тому, что на расстоянии 40 сантиметров можно посадить другую клоновидную яблоню. Да-да, не удивляйтесь, 40 сантиметров. Но можете полметра соблюсти, и это будет нормально. Вот это классическая пирамидальная клоновидная яблоня, пирамидальной формы. Ну и хотел бы коротко остановиться еще на одной клоновидной яблоне. У нее также плоды на самой верхушке. Может быть, я произвел не ту нормировку, оставил слишком много плодов, но сами знаете, очень жалко обрывать много плодов. Может быть, можно было, ну, плода 3-4 сорвать в свое время, но сейчас уже каких размеров будут, таких и будут. Просто красиво смотрится. Да, тоже есть плодушки на следующий год. Вот видите, сколько их. Тоже будут яблоки на стволе. Ну, может быть, не так много плодушек, как на прошлой яблоне, но тоже есть. Итак, мое короткое видео подошло к концу. В нем я постарался показать вам, как красиво выглядят яблоки на клоновидных яблонях. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат. Богатых вам урожаев.